ручка. Ручка у меня вверху будет на крышечке вот такая вот. И вот такие вот я тут уже начала одну делать, вам сейчас на второй покажу. И вот такие будут по бокам ручки у меня. Так, все показываю. Для толстой ручечки я верхней, которая выбрала вот внутри. Ну, вы выбираете, конечно, свой диаметр. Я захотела, чтобы верхняя была потолще, нежели боковые. Вот какую вы выберете внутри. Я хочу обмотать. Можно сами трубочки, бумажные трубочки обматывать. Ну, я люблю вот такими материалами пользоваться. Вот кабель взяла. Нужной длины сделала. Единственная длину, смотрите, мои трубочки по 30 сантиметров. Чтобы это ж крутить, не наращивать, я вот сделала вот это, вот, допустим, у меня 23 сантиметра. А это, по-моему, 26. Да, 26. Краешек здесь изолентами. Вот он выглядывает. Он вниз будет смотреть. Но я обмотала, чтобы не черная, все-таки серенькая больше сюда, нежели черная, чтобы не просвечивалась. Я изоленточкой обмотаю. А здесь я прям заморочилась, трубочки внутрь в эту, сюда вот по 7 трубочек засовывала и выворачивала их изнутри и закрепляла вот по бокам, а потом уже только работала вверху, обматывала трубочками. Так, ну сейчас вот эту покажу как. Так, на второй ручке я уже обмотала изолентой, точно так же, как на первой, там внутри, показываю все подробно, обмотано. Беру я 11 трубочек, отличная положила цвета, вот через 2, через одну, как вам угодно. И аккуратненько обвиваю воду вокруг ручки. Положить их надо аккуратно. Немного, чтобы длиннее они здесь были, нежели край. Зафиксирую одним узелочком. И распределю равномерно. Все, зафиксирую. Вот, есть здесь, смотрю, чтобы было обрезаю красивые такие кончики. Все, достаточно. Вот 11 трубочек я уже высчитала, как я в этом. Сколько мне надо, чтобы хватить. И сейчас буду обвивать трубочки вокруг. Вот это вот. Основание моей ручки постепенно. И учитывать надо будет, что у меня же будет это все выгнуто. Немножко. Можно по одной, не спеша. Думала в другую сторону крутить, крутить в другую сторону. Не важно, какую ручку крутить. Вот так. Главное, их до серединки, дальше пойдет речь. Все внутри руки происходит, но опустить не могу. Вы поймите, что здесь внутри все идет вокруг и фиксируется. Так, и я одновременно вот этой вот иголочкой буду здесь фиксировать. Если я не зафиксирую, все-таки будет болтаться, отодвигаться, отодвигаться. Вот как вот здесь. Все зафиксирую. И перед разрыванием я сниму эту веревочку, но потом обязательно опять надену ее. Тут же веревочка обвиваю. Это будет аккуратнее, конечно, это все. Так, веревочки можно хватить. И веревочку зафиксирую. Все аккуратно, отправлю. Вот. Вот еще соберите между собой вот так, одинаково, чтобы было. Вот. Померяйте, чтобы у вас ручки одинаковые, конечно же, были. Так, теперь вот такие вот я сделаю на краешке. Так, беру вот эти трубочки и вровень с краешком обрезаю. Трубочкой взяла вот такой цвет, немножечко ее приминаю, чтобы легче потом она ложилась, не так это топорчилась. И с этой стороны отступаю я где-то 0,7 сантиметра. Вот смотрите, как раз и внахлёст пошла, зафиксировала. Сейчас я вам поворачиваю, не буду показывать. Вот так. Сделаю буквально 3 виточка, достаточно будет. Второй и третий. Так, вот здесь у меня будет вот эта часть к корзине будет. Поэтому здесь я и делаю выход и вход трубочки, края и начала. Точно так же, как здесь вот надо сделать, чтобы с одной стороны было не там и там, чтобы с одной стороны была красота, а с другой мы спрячем к корзинке это. И вот как я прячу хвостик, просто туда вовнутрь его аккуратненько завожу, прячу шилом. Все, он никуда не денется, загрунтуется, задубеет трубочка, лаком скроется и все. Вот как это с этой стороны. Все, вторую сделаем уже самостоятельно. И грунтовать буду, сниму вот эту вот тряпочку, которую я обмотала, погрунтую. И точно так же
фиксируя одинаково, потом между собой проверим одинаково, чтобы вот эти ручки у нас были одинаковые. Все. Грунтовала я ручки все. У меня 3 штучки, их 2 по бокам и 1 по центру. Высохли они, вот полностью они сухие. Ну и я тогда уже сняла обмоточку с них. Вы можете чем угодно обматывать. Я рвала такие полосочки, ткани вы видели, и обматывала, но периодически подходила и вот эту вот ткань проверяла, потому что она может прилипнуть к мокрой грунтовке. Вот проверяла, чтобы она не прилипла, и опять приматывала. И вот эти вот края тоже зафиксированы были, чтобы вот было одинаковые они у меня были ручки. Ну и, конечно же, выдержать нужный изгиб. Так, одну сторону я уже зафиксировала к крышечке. Теперь вторую, ну, покажу. Одинаково они, конечно же, фиксируются. Вот я покажу на второй вам. Пока я фиксировала первую, вот эту часть первую, то со второй стороны я, вот видите, спицами вот так выдержала угол ровный. Удобно было, не шевелилась, никуда не смещалась, на бок не западала ручка. Вот. Конечно же, линеечкой я отмерила здесь все равными отступила частями. И вот фиксирую ручку. Значит, смотрите, мне нужно будет шило или та же спица. Булавочками я отметила, чтобы одинаково никуда потом не сместилась. Вот, убираем уже булавочки. И заход спиц тоже я, это шила можно спицей, тоже я вот здесь вот буду делать тоже одинаково. Так, здесь на одну ниже все-таки, на одну. Вы смотрите, как вот здесь вот от края, также и здесь. Здесь раз, два, три получается плетение, ну, трубочки раз, два, три, и здесь. И я начала, значит, вводить. Смотрите, беру я тот край, где скруточка, ой, не скруточка, а капаю клей, широкий край. Вот его приминаю немножечко, и это будет у нас изнутри начало. Примнула я и вывожу по правую сторону. Вот здесь вот у меня. И вывожу туда вовнутрь, ну сколько, сантиметра 3-4. Я вам покажу теперь эту сторону. Вот видите, вот он у меня, этот хвостик должен так пойти. И его здесь вот так вот я приминаю, фиксирую пальчиком. Левой рукой я его там зафиксировала. Здесь делаю немножечко примну, возвращаюсь левой рукой к хвостику с той стороны. Здесь я обвиваю рядышком с своими виточками, выкладываю трубочку. Еще раз смотрю, где я должна войти напротив. Вот сюда. И вывожу вовнутрь. Изнутри тяну. Подтягиваю. Здесь укладываю. Смотрю как сбоку, так и сверху на свою ручечку, чтобы это одинаково было. Поворачиваю изделие на изнанку, на внутреннюю часть. Тоже приминаю трубочку. Так. Через одну, отступаю через одну, и вот так и так у меня пойдут на ту сторону выводиться мои трубочки. Вот сюда сперва. С лица захватываю ее. Снизу тот хвостик я придерживаю.
Ну, это придется только первый ряд придерживать, потом он уже будет зафиксирован. Возвращаюсь к нему. Смотрите, видите, я его накрыла. Можно немножечко примнуть шилом. Можно вот так вот немного спрятать. Так, с этой стороны подтянула. Все, пошла на ряд, отступаю и туда вывожу. Вот, смотрите. Подтягиваем. Поворачиваю на эту сторону. Здесь сейчас я наращивание сделаю трубочки. Прям вот, чтобы оно было вот здесь. Не где-то там оно с той стороны, а вот здесь вот. Обычным образом, как я наращиваю. Капаю клей, широкий край. Здесь прям подрезаю. На уголочек тоже. Чтобы у меня наращивание было вот сверху. Если я в плетении, я могу потянуть там или не. Ну, в общем, может не удастся все разобраться. Так, фиксирую и подтяну. Еще раз я смотрю с этой стороны, как у меня должна выйти спица. Вот так. И буду ее туда вводить. Изделие уже прогрунтовано, поэтому жестковато входит. Так, здесь опять я все поправлю. Обвиваю опять еще одним виточком и шилом делаю углубление на ту сторону вывожу. Так, это у меня будет третий виток. Так, раз, два, три. Еще нужен будет четвертый и один вокруг. Раз, два. Это третий, да. Так. Фиксирую плотно. Так, раз, два, вот сюда. Сюда должна выйти спица. С этой стороны я смотрю, где это. Как бы прошиваю трубочкой изделия, пришиваю ручку. Так. Раз, два, три, четвертый. Стараться это делать поплотнее, чтобы ручка потом не ходила ходуном. Вот эти замочки, чтобы плотно прижимали ее. Так, надо будет еще одно наращивание сделать. Капаю клей и наращиваю.
этой стороны. Смотрю, где я должна выйти. Вот в этом месте. Через одну. Снизу придерживаю трубочку. Так, раз, два, три. Все, этот последний виточек я сделаю вот так. Так, еще раз посмотрю наизнанку, все плотненько. Вот так я сделаю, смотрите, раз, обвою, приминаю, вот так, смотрите, вот так, вот так. И туда уходим внутрь хвостиком. Опять же через ряд поближе к стоечкам. Так, наизнанку вышли мы. Еще раз я считаю. Раз, два, три. Все. С изнанки прячем хвостик. Подрезаю я на уголочек. И шилом прячу. Все. Ну все. Теперь я еще свои замочки прогрунтую, они подсохнут. Вот и можно крышечку вскрывать лаком, покрывать лаком с двух сторон. Бортик я тоже грунтовала, он самостоятельно грунтовался от изделия, потому что он плелся позже. Когда крышечку я сплела, я обязательно ее прогрунтовала без бортика, И высушивала я ее с грузом, потому что ведет ее, вот выгибает ее, когда она сохнет. И так вот я сушила. Так, на крышечке установили, на крышке мы ручку. Теперь же надо на коробе установить. Вот одну я уже сделала, естественно, на второй вам показываю. Таким же способом я замочки устанавливаю на ручке, как и на крышке. Рассчитала, где у меня должны они, вот эти ручки, крепиться. Все высчитала по линеечку, так же как с той стороны, так и с этой стороны, чтобы было симметрично. Так, беру трубочку, немножечко ее приминаю. Вывожу тем краем, который широкий, вовнутрь туда заправляю. Оставляю с той стороны небольшой хвостик, который вверх загинаю. Вот так. И фиксирую левой рукой. Так, проверяю. И обвиваем вокруг замочка. Делаю спицей вход и туда завожу во вход трубочку. Хвостик фиксирую снутри. Вот я его зафиксировала. Здесь все установила. Вот с этой стороны, как у нас, накрываю. С этой стороны через ряд спицей, и с внутренней стороны
сюда ввожу, где спица вышла. Хвостик зафиксировала. Все, больше мы с ним уже не будем. Все, поджимаю. Делаю в этом ряду, ну так я во всех сделала замочках, и также повторюсь и в этом. Делаю вокруг один раз петелечку и опять беру спицу или шила, раз рядочек, вовнутрь ввожу. Так, теперь пусть он там изнутри пока что будет. Я заготовила вот такие кусочки, они 1 и 2, 1 сантиметр и 2. В общем, сделала их, склеила. Сейчас я промажу их немножко клеем и буду вовнутрь туда вставлять. Вот сюда беру свои круглогубцы. Сейчас я помещу и потом все вам покажу. Шило беру и толкаю. Вот они. Туда их помещаю. Это для того, чтобы угол. Вот здесь вот соблюдать угол от корзины к ручке, чтобы можно было ухватиться рукой. Так, сюда я их вот поместила, вон они там. Все, можно оплетать дальше. Также я и здесь поступила. Вон они. Их не будет видно в плетении. Это нам такой угол от плетения дает. Так, все. Поправлю их шилом. Со всех сторон посмотрю, поправлю. Все. С этой стороны делаю через ряд и с внутренней стороны вхожу в этот же, где шилом выход. Ну, здесь уже будет хвостик коротенький, сейчас будем его наращивать. Можно круглогубцами потянуть. Наращивание. На уголочек срезаем. Сюда клей. Вот капочка клея. И наращиваем. Вкрутили. Немного я подтяну. Плоскую сделаю трубочку. И теперь беру спицу через ряд, все время через ряд, чтобы симметричный у нас узор был, замочек наш. Так, с этой стороны я делаю вход для того, чтобы с изнанки мне попасть в симметричный тот же выход. Вот так. Убираем спицу, пошли на лицо. Вот. Так, считаем, сколько у нас. Раз, два, три, четыре. 4. Раз, два, три, 4. Все, это у нас будет последний виточек замка. Раз, ряд. И сюда же входим. Так, смотрим на него, чтобы он был одинаково смотрелся у нас одинаково. Да. Так, на изнанку берем наше шило, вот этот хвостик, можем подрезать. И шилом его спрячем. Приминаю, чтобы немного оно не такое было
ручкой по плоские, чтобы выглядело. Так, подрезаю чуть-чуть выше, наискосок. И сейчас буду заправлять, просто прячу в плетение наш хвостик под плетение туда. Все, вот красиво спрятано, одинаково, так как и этот замочек спрятан, также и этот. Так, что мы имеем на лицо? Все симметрично, ручка, моя рука сюда входит. Ну, главное, чтобы схватиться было за что. Так, ну вот они должны зрительно быть одинаковые. Ну вот, готово. Все замочки я прогрунтую, только вот их. У меня так как уже и корзина, и крышка прогрунтованы, и осталось мне только вот замочки. После грунтования я их цепляла ручечки. И смотрите, вот есть места, где там немножечко поцарапанные. Вот подкрашу их обязательно перед лакировкой.